Война. День 297. Ситуация на фронтах. Генерал Валерий Залужный дал большое интервью, в котором он озвучил, что российская мобилизация позволила остановить украинское наступление, а для того, чтобы Украина смогла выйти к границам по состоянию на 23 февраля, ей потребуется еще 300 танков, 700 боевых бронемашин и 500 гаубиц. Но несмотря на это, Залужный сообщил, что даже сейчас готовится одна наступательная операция, без указывания направления. Также генерал не дает оптимистических оценок касательно скорого окончания войны, что на самом деле очень важно для планирования. Это сигнал западной промышленности для наращивания военного производства, так как прогноз о скором завершении войны такие намерения обрезают. Воздух. Вчера Россия нанесла массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры, в результате чего многие регионы остались без света, а в Киеве остановилось метро. Также удары были нанесены по жилым домам в Кривом Роге. Россияне убили 3 мирных жителей. Всего было выпущено 76 ракет, 60 из которых удалось сбить. Благодаря новым западным ПВО коэффициент сбития ракет вырос с 0,5 до 0,7-0,8, но даже тех 20% ракет, которые не удается сбить, хватает для нанесения серьезного урона. Россияне показали, как они уничтожают украинский ЗРК С-300 дроном Lancet. Но всем же известно, что на украинской технике нарисованы латинские буквы Z. Если серьезно, то подобные инциденты уже случались, где россияне поражают свою же технику своими же БПЛА. Делается это, скорее всего, для отчетности и получения наград, а техника на момент поражения уже неисправна. Хотя стоит отметить, что выкладывание подобных видео с зетками в сеть явно свидетельствует о высочайшем уровне интеллекта российских военных. Восток. Продолжаются бои на линии Сватово-Кременная. Севернее россияне безуспешно атакуют в районе Новосельского. Украинским войскам тут удалось захватить российскую самоходную артиллерийскую установку МСТА-С и танк Т-90, что подтверждается кадрами. Южнее сообщается о продвижении украинских войск ближе к Кременной. Бои сейчас идут в районе Дебровы. Изначально там атаковали россияне силами Барса, но те, понеся потери, не смогли выдержать встречной контратаки и отступили. Наиболее интенсивные бои велись в районе Белогоровки на Северском Донце, где уже 3 дня россияне пытаются прорваться в направлении Северска с очевидной целью уменьшить украинское давление на Кременную с юга. Появились кадры, подтверждающие захват россиянами Яковлевки. Это село переходит из рук в руки уже несколько раз. Дальше бои за Солидар и Бахмут, где россияне вышли на окраину и зашли в промзону на востоке. Но пересечь водоем им не удалось. Украинская 46-я аэромобильная бригада передислоцирована для усиления обороны Бахмута. Россияне тут не могут действовать так же, как летом в Попасной и Северодонецке, засыпая украинцев тоннами боеприпасов. Им их для этого уже не хватает. Но зато у россиян появилось большое количество пехоты, которая непрерывными волнами штурмует украинские позиции, как в Первую мировую войну. Южнее россияне захватили украинские укрепленные позиции северо-западнее Озаряновки, по другую сторону канала. В районе Авдеевки российские войска атаковали Водяное и Первомайское, но продвинуться не смогли. Продолжаются городские бои в Марьинке. Дальше обстрелы вдоль всей линии фронта, а также правого берега Днепра, в том числе Марганца, Никополя и Херсона, но без продвижений. Спасибо за просмотр, не забывайте поддерживать видео лайками, комментариями, подпиской и распространяйте его в своих социальных сетях.